Всем привет! В этом видео я расскажу вам, как приготовить вкусный карамельно-грушевый муссовый торт. Существует немало рецептов на эту тему, но этот торт особен тем, что в нем не будет молочных продуктов, глютена и рафинированного сахара. Рецепт не быстрый, но очень интересный. 4 различных по вкусу и текстуре слоя вместе создают очень нежный, легкий и необычный десерт. Миндальный бисквит в основе, затем освежающее грушевое желе, сливочно-карамельный грушевый мусс и легкий шоколадный крем. Начнем с небольшой заготовки для карамельно-грушевого мусса. В сотейнике смешаем 1 стакан кокосового молока и 40 грамм кокосового сахара. Перемешиваем и увариваем на среднем огне в течение 15 минут, периодически помешивая. Добавляем ваниль, семена и стручок, жидкий экстракт или ванилин и продолжаем варить еще 5 минут. Смесь слегка загустеет и станет более коричневой. Если сейчас остановиться и охладить ее, то у нас получится безмолочный карамельный соус, которым можно поливать десерты. Но для крема нужна более густая консистенция. Для этого в отдельную миску к 2 желткам добавим небольшое количество горячей карамельной массы, перемешиваем и возвращаем обратно в сотейник. Нагреваем на небольшом огне и постоянно перемешиваем до загустения. Примерно через 5-7 минут уваривания крем хорошо загустеет, процеживаем его через сито и убираем в холодильник. Теперь приготовим грушевое желе. Для этого возьмем 2 средних по размеру груши, у меня это сорт Конференц, очищаем их и нарезаем небольшими кубиками. Перекладываем грушу в сотейник, добавляем четверть стакана воды, 1 столовую ложку лимонного сока и 1 столовую ложку меда. Перемешиваем и варим на медленном огне. Для дополнительного аромата можно добавить звездочку бадьяна. Варим примерно 5 минут, чтобы груша стала мягкой. Выключаем плиту и примерно через 1 минуту добавляем желатин из расчета на 200 мл. У меня листовой желатин, я кладу 2 листа. Можно использовать любой желатин, с которым вам удобно работать. Главное, чтобы вместе с ним попало как можно меньше воды, в которой он замачивался. Все хорошо перемешиваем до полного растворения желатина. Подготовим форму для желе. Удобнее всего в этом плане силиконовая форма, но я использую кольцо диаметром 16 см, это чуть меньше, чем диаметр будущего торта. Дно и стенки я покрываю пищевой пленкой. Можно слегка смочить форму водой, чтобы пленка лучше прилипала к ней. Переливаем грушевое желе в форму и убираем в холодильник на 3-4 часа или в морозилку, если хотите ускорить процесс. Приготовим бисквит. Для этого в миске смешаем 2 яйца и 30 грамм кокосового сахара. Взбиваем блендером или миксером до пышной и светлой массы. Взбивать нужно достаточно долго, чтобы масса стала устойчивой и некоторое время удерживалась на поверхности. Теперь добавляем 1 стакан миндальной муки. Делать это нужно постепенно, небольшими порциями, каждый раз хорошо, но осторожно промешивая, чтобы не нарушить воздушную текстуру теста. Вот таким образом постепенно вводим всю муку, и у нас получается очень воздушное и пышное тесто. Для выпечки я использую кольцо диаметром 18 см. Дно формы покрываем пергаментом. Переливаем тесто в форму, слегка разравниваем и ставим в разогретую до 170 градусов Цельсия духовку примерно на 20 минут. Готовность проверяем зубочисткой, она должна быть чистой и сухой. Достаем из духовки и оставляем остывать. Тем временем приготовим карамельно-грушевый мусс. Для него нам понадобятся кокосовые сливки, их нужно заранее поставить в холодильник на несколько дней, чтобы они отстоялись. Затем открываем банку и перекладываем в отдельную миску 1 стакан густых сливок. Взбиваем их до однородного кремового состояния. Достаем из холодильника карамельный крем, мы видим, что он стал значительно гуще. Добавляем его ко взбитым кокосовым сливкам и все взбиваем еще раз. В результате получается очень легкий сливочно-карамельный крем. Теперь возьмем еще 2 средних груши, очистим их и блендером превратим в пюре.
В итоге получается около 300 мл грушевого пюре. Переливаем примерно 1/3 этого пюре в отдельную миску и нагреваем его в микроволновке до температуры 60-70 градусов Цельсия. В горячее грушевое пюре добавляем желатин из расчета на 300 мл, то есть как раз на объем нашего грушевого пюре. Тщательно перемешиваем до полного растворения желатина и возвращаем обратно в большую миску к оставшемуся пюре. Все еще раз хорошо перемешиваем. Теперь в грушевую массу добавляем сливочно-карамельный крем и все еще раз тщательно перемешиваем. Вот и все, карамельно-грушевый мусс готов. Пора приступать к сборке торта. Для этого освобождаем из кольца остывший бисквит. Достаем из холодильника застывшее грушевое желе и также освобождаем его от формы. Сверху на желе кладем бисквит, подложку для торта или блюда и переворачиваем. Снимаем пищевую пленку и продолжаем сборку. Теперь плотно оборачиваем бисквит ацетатной лентой и фиксируем кольцом. Верхний край ацетатной ленты фиксируем зажимом. Выливаем сверху карамельно-грушевый мусс. Убираем в холодильник минимум на 2 часа, чтобы мусс застыл. Когда мусс застынет, приготовим шоколадный крем для верхнего слоя. Для этого нам понадобится 100 грамм шоколада и 1 стакан густых отстоявшихся кокосовых сливок. Кокосовые сливки взбиваем до однородного кремового состояния, а шоколад расплавляем в микроволновке или на водяной бане. Если расплавляется в микроволновке, делайте это на средней мощности и в несколько этапов, чтобы не перегреть шоколад. Когда почти весь шоколад растает, просто перемешивайте, и оставшиеся кусочки растают сами. Выливаем шоколад ко взбитым сливкам и взбиваем все вместе еще один раз. Вот такой шоколадный крем у нас получается. Нагреем его немного в микроволновке, чтобы он стал более текучим и ровно залил наш верхний слой. Достаем застывший торт из холодильника, заливаем сверху шоколадный мусс и снова убираем в холодильник на 3-4 часа до полного застывания. Достаем торт из холодильника, снимаем ацетатную ленту и по желанию украшаем. Я посыпала свой торт слегка подрумяненными на сковородке миндальными лепестками. Вот и все. Наш торт готов. Он получился очень легким, нежным, с приятным грушевым ароматом. Удачной вам выпечки и приятного аппетита! До встречи в следующем видео. Всем пока!